Всем привет! Сегодня у нас на обзоре магнитола фирмы Hitachi. Модель ТРК 8180 индекс W. 1979 год выпуска и 79 модельный год. На мой взгляд, одна из удачных моделей фирмы Hitachi. Ну и вообще яркий представитель тех времен и той техники. Начнем, наверное, чтобы ничего не забыть, начнем с лицевой панели, она же передняя. Значит, видим мы главный калибр 16 сантиметров СЧ НЧ динамики и 5 сантиметров твиттера пищалки. Соответственно, видим мы разъем для наушников. Вход для внешнего микрофона с регулятором уровня, там для караоке и прочих видов деятельности. Значит, видим индикатор и селектор фрагментов поиска на магнитной ленте. Еще видим, соответственно, красивые стрелочные индикаторы. Причем они работают во всех режимах на этой модели. Штатно, без всяких переделок. То есть, что в режиме радио, что в режиме магнитофонной деки, что в линейном выходе, они всегда показывают, они всегда включены, всегда показывают уровень воспроизводимого сигнала. Ну, еще нельзя упомянуть индикатор включения, организованные на светодиодике, да, то есть светодиодики входили в моду, конец 70-х. Грех было не поставить его посерединке где-нибудь на видное место. Ну и плюс еще, что слева, что справа у нас присутствуют встроенные микрофоны. Да? Перейдем на верхнюю панель. Значит, мы видим тут основной селектор режимов работы. То есть это дека, это радио, это линейный вход. Здесь отсутствует, на этой модификации именно с индексом W, отсутствует вход для винилового проигрывателя. Попозже там поподробнее расскажу. Дальше у нас подсветка шкалы присутствует. Покажу картинку, потому что здесь ярко, не очень видно. Она такая не очень яркая. Далее шкала приемника с отдельным индикатором, значит, уровнем принимаемой радиостанции, да, что очень удобно. И, так сказать, уровнем батарей, там, либо, так сказать, напряжение питания. То есть в режиме тюнера он показывает уровень принимаемого радиосигнала, а в любом другом режиме он показывает уровень батареи, заряда там, или остатка батарей. Так, дальше у нас идет поканальный регулятор уровня записи. Дальше идет селектор типа записи. То есть сейчас в автомате стоит, вот так вот ручной режим регулировки уровня записи. Дальше у нас переключатель типа ленты. То есть в таком положении тип 1, нормаль. В таком положении хром 2, второй тип. Далее, значит, у нас идет переключатель АПЧ. Секция тюнера, да, автопостройка частоты. Дальше у нас идет селектор режима работы усилителя. То есть моно, стерео, расширенное стерео. Далее у нас идет кнопочка рекмут для создания пауз во время записи, да, на кассету. Далее у нас идут кнопочки управления ЛПМ. То есть мне они очень нравятся. Они такие проработанные, такие эргономичные, красиво сделанные. Плюс тут тоже очень интересная фишка. То есть тут дополнительные клавиши для системы поиска. Попозже, когда будем слушать, покажу, как это все работает. Недостаточно. Ну, все логично, все, как бы, так сказать, понятно, но просто покажу. Далее у нас, соответственно, регулировка баланса, регулировка низких частот, регулировка высоких частот, громкость, значит, селектор loudness, так включено, так выключено, тому компенсация, да. Далее у нас, значит, селектор диапазонов тюнера. Здесь тюнер хороший. То есть FM полный от 88 до 108, так сказать, 2 диапазона коротких волн. Перекрывает участок от 2,3 до 22. Ну и плюс, соответственно, средние волны. Так, ну и ручка настройки, как бы. Значит, слева у нас пустенько. Присутствует только решеточка акустического оформления.
Справа у нас тоже пустенько по разъемам, тоже такая решеточка. То есть это не просто решеточка красивая, это реально как бы акустическое оформление. Ходят воздушные массы, да, у нас туда-сюда. Так, теперь покажу, наверное, заднюю панель. По задней панели. На задней панели у нас присутствуют входы и выходы коммутации. То есть сначала у нас идет вход для внешних микрофонов. Потом у нас идет линейный вход, потом у нас идет линейный выход, потом у нас идет выход на внешнюю акустику. И дополнительно здесь есть разъемчики такие на крутилочках для внешней антенны УКВ диапазона FM. Значит, здесь присутствует, соответственно, сетевой разъемчик, да. Вход для батарейного питания, там либо для автомобиля, либо, кто побогаче, можно на яхте подключить к бортовой сети. И плюс селектор напряжения, да, питающего. Тут богатый селектор напряжения, то есть 4 диапазона. 4 диапазона, то есть первый диапазон 100-110, второй 115-127, третий 200-220 и четвертый 230-250. То есть по-богатому, то есть на все случаи жизни, на любую точку земного шара, мне кажется. Так, но здесь отсутствует, как говорил раньше, вход для винилового проигрывателя фона. Да? Для кого-то это может быть критичным, потому что знаю, что многие слушают винил через бумбоксы, то есть покупают виниловый проигрыватель и подключают к бумбоксику через вход фона, через фон-корректор. Получается не супер хай-фай звучание, но вполне себе интересный, достойный вариантик, да, послушать винильчик, поностальгировать. Так, ну и это единственная модификация, как бы, которая имеет селектор напряжения. Все оставшиеся модификации имеют, что называется, моносетевое напряжение, то есть рассчитаны на какой-то один вольтаж. Так, сейчас опять пауза. Переходим. Так, ну и теперь, наверное, послушаем, покрутим. Начнем с кассетки традиционно. Начнем с кассеты. Воспроизведение. Касаемо индикаторов, вот так они красиво работают. И касаемо второго индикатора, вот, он показывает у нас уровень сетевого питания. То есть все хорошо у нас сейчас с питанием. Так, дальше по лентопротягу. Режим паузы. Работает. Режим записи. Ну и стоп-выброс. Теперь касаемо режимов перемотки и режимов поиска. Значит, если мы просто нажимаем во время воспроизведения клавишу перемотки, подключается режим подмотки. Что вперед, что назад. В том случае, если нам надо найти какой-либо фрагмент, мы выбираем, допустим, второй, да, и уже совместно вот с этой клавишей, а лучше нажимая на нее, потому что они вот, то есть здесь фиксации нет, а здесь она зацепляет клавишу перемотки. Задаем направление поиска. Вот первый фрагментик прошел. Вот, прекрасно. То же самое, так сказать, в другом направлении. Легко и просто. Также первый фрагментик прошел. Вот второй искомый включился. Вот, как бы все. Значит, стоп. Для любителей мягкого, медленного открывания специально отрегулировал помедленней, чтобы не было недовольных комментариев. Так, дальше, наверное, послушаем тюнер, да? Делаем немножко потише. Вот сейчас посмотрим, как работает. Вот достаточно высокий уровень, да? Вот еще лучше. От боли, от проблем с естественным очищением кишечника, то есть вот от индикатор у нас индицирует. язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли Тюнер здесь хороший. Тюнер здесь хороший, с хорошей чувствительностью, с хорошей избирательностью.
Можете посмотреть там, я снимал ролик вообще, так сказать, пытался рассказать о приемах, о радиоприеме на классических бомбоксах, да, и в качестве, так сказать, демонстрации был именно этот экземпляр. Можете посмотреть в удаленности от большого города, порядка там 100-120 километров, он принимает практически весь FM-диапазон этого города без каких-либо ухищрений, то есть там внешняя антенна, там еще что-то. Да, и то же самое, он прекрасно работает в диапазоне там коротких и средних волн. То есть хорошо и уверенно ловит эфир. Так, значит, рассказали мы, покрутили радио. Ну что, надо послушать, наверное, линейный ход нам. Надо послушать нам линейный ход. Покрутить звук. Это у нас баланс, то есть баланс вправо, баланс слева, посередине, низкие на полную, низкие убрали, высокие частоты, громкость, тон компенсация. Вот, касаемо звука, хорошо звучит, хороший звук у магнитолы, мне, допустим, нравится. Единственное, что, про звук будет один нюанс, который расскажу позднее, наверное, да? Значит, дальше, по магнитолке. Вообще, конечно, она мне нравится. Мне вообще нравится фирма Hitachi. И, так сказать, ее произведение, фирма Hitachi в плане, так сказать, там, бомбоксостроения, да, нравится эта модель, нравятся там некоторые предыдущие и некоторые последующие. Вот, тут так все очень по-богатому, да, так с душой, так прям много хрома, много алюминия, качественно сделано так. Плюс еще, конечно, когда мы, не сказать слово работаем с этой магнитолой, да, когда мы отдыхаем с этой магнитолой, там, слушаем радио, слушаем деку или еще что-то, тут очень все продумано. То есть эргономика, так сказать, проектировалась людьми для людей, да. То есть не надо что-то вспоминать, какие-то ребусы разгадывать там. То есть первый раз, когда мы взяли магнитолу, да, в руки, мы там какое-то количество времени, там 3, 4, 5 минут к ней привыкли, все поняли, как включается, переключается, и все, это у нас как бы осталось в памяти. То есть в следующий раз, там, когда, допустим, в случае коллекционирования, то есть там, поиграли с магнитолой, поставили, ее на полгода на полку забыли, потом достаем через полгода. То есть и все, и мы включили ее и дальше, так сказать, слушаем, как будто вчера только выключили. То есть в некоторых моментах, с некоторыми другими магнитолами, там, дорогими, функциональными, там, да любыми магнитолами, да, бывает такой момент, когда, то есть ты купил магнитолу, начинаешь разгадывать ребусы, да, где что включается, как регулируется, как вот это вот все, так сказать, все бы это не забыть, не запомнить. И то же самое, допустим, поставил ты ее там, забыл про нее на полгода на полочке, потом достаешь, опять начинаются разгадки. Поиск решения опять начинается мучительный, да, либо просто мучение начинается, так сказать, там, когда что-то надо отрегулировать или что-то найти. Вот, тут такого нет, тут все очень все прям, приятно и хорошо продумано. Так, вообще, планировалось то, что я планировал сказать вообще, так сказать, немножко про фирму Hitachi, но подумал, что будет длинный ролик и всем будет все скучно. Просто один нюанс хотел проговорить. У многих фирма Hitachi ассоциируется там с какой-то тяжелой строительной техникой, там, экскаваторами, там, тепловозами, там, еще чем. И кажется, что, так сказать, как-то она уходит на второй план. Вот ее магнитолы уходят на второй план, а то и на третий, на фоне там Sharp, GSC, там, Sanyo. Вот это не совсем так. То есть, как бы в то время, да, Hitachi делала, высококлассные магнитолы.
То есть, которые там на равных конкурировали там с первым там. То есть это игрок там высшего дивизиона, да, тех лет в плане магнитол. И может быть из-за того, что, так сказать, у кого-то ассоциация, так сказать, вот с лейбла бренда Hitachi с чем-то другим, да, может быть там дизайн как-то не всем, так сказать, его приемлет сразу, да, каким-то кажется он индустриальным или немного нестандартным. Но они красивые по-своему. Иногда бывают некоторые модели, но красивые. Вот. И также еще такой момент в пользу того, что Hitachi умело строить не только экскаваторы, говорит, что если мы слышим какой-либо другой бумбокс, там любой фирмы, там Sharp, JVC, там Sanyo, то мы слушаем не только этого производителя, но мы слушаем одновременно Hitachi, так как Hitachi производила много радиоэлементной базы, да, и в том числе микросхемы там усилители, да, низкой частоты, которые часто ставились в портативную технику. То есть высокой степени вероятности, когда мы слушаем Sharp, JVC либо Sanyo, мы одновременно слушаем фирму Hitachi, так как там стоят ее микросхемы. Вот. Значит, еще касаемо звучания. То есть многие людьми, с кем общаюсь, которые увлекаются также, как бы, так сказать, коллекционированием магнитол винтажных, у некоторых существует мнение, то, что Hitachi звучит немножко как бы зажато, да, там, или с недостатком нижних частот. Причем на исправных магнитолах. С чем это может быть связано? Значит, здесь стоят бумажные динамики с бумажными диффузорами, но с пропиткой бумажных же подвесов, пропитка которой, так сказать, через там почти полвека с момента выпуска немного засыхает, тем самым как бы уменьшая как бы и ход диффузора самого, да, и его как бы подвижность, мягкость движения. Так что если вдруг вам кажется, что магнитола Hitachi звучит немножко, так сказать, некрасиво и неправильно, то есть имеет смысл проверить. То есть снимаем просто, сдергиваем динамик и смотрим. То есть на его ход, на как бы длину хода и мягкость хода. То есть даже учитывая то, что это не длинноходные там современные динамики, а в принципе классическая конструкция, то есть все равно у него достаточный ход, там сантиметр-полтора может быть. И он должен мягко ходить, то есть совершенно мягко, без особого нажима, с небольшим усилием. То есть мы его там чуть-чуть там, опустили, и он также должен вернуться. То есть если мы ощущаем, что ход маленький, там, да, меньше там, полсантиметра, и все это жестко ходит, вся эта система, то есть имеет смысл заморочиться, так сказать, с оживлением этой пропитки подвесов. То есть, если уверены в себе, если есть опыт, так сказать, существует масса там рецептов, как домашних, так и фирменных пропиток каких-либо. Если нет опыта, можно обратиться к людям, которые занимаются там реставрацией, восстановлением динамиков. Вот, и после реставрации, восстановления, скажем так, гибкости и хода диффузора, так сказать, все ставит на свои места. То есть, играет очень и очень как бы хорошо и качественно на любых громкостях, на любые стили музыки, без каких-либо перекосов, там, без нарушения тонального баланса и прочих артефактов. Так, значит, про что мог рассказать, про что мог забыть? Про что мог забыть? Пожалуй, ни про что не забыл. Сейчас будет, наверное, немножко нудный раздел по поводу модификации. Это большой раздел. Но я думаю, что как раз он наиболее полезный будет тем, кто подыскивает такую модельку к себе в коллекцию, допустим. Так, что-то у меня немножко не работает. Сейчас, секундочку. Извините. Вот, я подготовил. Да, касаемо еще одного момента, который забыл сказать. То, что вот магнитолы Hitachi, они как бы прекрасны и интересны не только внутри, да, то есть не только снаружи, но и внутри. Что я имею в виду? То, что, конечно, поражает их внутренний мир в плане проработки, качества инженерии, да, и уровня инженерии. То есть, допустим, если мы какого-нибудь раскидаем одноклассника, разберем там, снимем заднюю крышку, да, и, допустим, снимем заднюю крышку Hitachi,
То есть мы сразу это заметим. То есть, допустим, возьмем же тот же шар 94-94, к примеру, да, и вот ну, его конкурент прямой, его одноклассник, его как бы одногодка. И, допустим, 8180. То есть это будет разного класса аппарата внутри. У Hitachi все очень основательно, все очень как бы продумано, вплоть до мелочей. Да. Я там сначала сделал много фоток, потом подумал, что может быть скучно. Просто покажу несколько фоток касаемо там каких-то моментов. Вот, допустим, как у нее крепится телескоп родный, казалось бы, да. Но тут очень все интересно крепится. То есть такие вот отливочки у нас существуют, да. Упорчики, большие болтики, достаточно резьба. Ну, понятно, тут все кронштейны под провода. Ну вот, смотрите, у фирмы Шаг тут обычно стояла бы шайбочка такая подпаянная, с подпаянным проводничком. То есть тут гораздо все основательнее. То есть на отливке мы видим втулочку лепестковую, да, из такого доброго металла, толстого, чуть ли не нержавейки. И потом все эта конструкция собирается, и вот антенна уже не разбалтывается. Контакт не нарушается. Вроде как, казалось бы, мелочь, но из этой мелочи как бы состоит единое целое. То есть, допустим, касаемо источника питания. Сейчас тоже хотел вам показать как простой пример. То есть, если мы берем какую-нибудь магнитолу, любую, да, ну, часто встречающуюся, откидываем крышечку, и что мы видим там? Трансформатор в одной стороне стоит, блок питания может стоять в другой стороне, так сказать, в третьей стороне выходить там питание с батарейного отсека, и все это потом как-то проводами там через весь корпус соединяется. То есть тут целостный проработанный узел, да, включающий там трансформатор, селектор напряжения, тут же выпрямитель, так сказать, предохранитель, и тут же вход с батарейного отсека. То есть все это компактно в одном блоке, все очень проработано. Вот с другой точки то же самое. Вот селектор напряжения сфотографировал. Вот, допустим, да. Вот так эта штука разбирается. То есть блок, вот плата в нее вмонтирован, скажем так, такой кронштейн, который вешается уже на батарейный отсек. Вот, допустим, трансформатор не просто там на каких-то саморезиках в пластмасску у нас привернут, нет. Под него существует отдельная достаточно толстая металлическая пластина, на которой он крепится. А сама пластина уже крепится 4 саморезиками на специально подготовленную отливочку. Не просто отливочку, а отливочку с ребрами жесткости. То есть и вот так вот из таких мелочей как бы состоит, то есть, ну, высокий уровень и технической культуры, как бы, и инжиниринга высокого. То есть отдельного упоминания тут тоже заслужат вот эти вот селекторы. То есть они не просто там переключатели, да, то есть там внутри стоит шасси, на которой стоят основные там платы, там компоненты, да, и уже на этом шасси стоят переключатели, как селектора режим работов, так и диапазонов, и уже к ним от этих крутилочек идет система рычагов, причем достаточно как бы, ну, надежная. Вот, это касаемо внутреннего мира, то есть покупая магнитолу Hitachi, мы, как правило, покупаем еще, помимо хорошего звука, хорошего внешнего вида, мы еще покупаем отличный образец инжиниринга, да, и производственной культуры, там, конца, вернее, 20 века. Так, значит, сейчас еще, касаемо модификаций. Сейчас я хочу вам рассказать про модификации. Секунду. Я тоже приготовил картиночки. Так, значит, первая модификация, о которой я расскажу, это 8180E. Это модификация для Европы. Основные отличия какие? Цветовое решение, то есть такой же темный корпус, но темное решение акустики, да, то есть полностью почти черненое обрамление ИВЧ и НЧ секции. Значит, чуть-чуть другой тюнер. Здесь вместо двух поддиапазонов, сейчас получше поставлю, вместо двух диапазонов коротких волн сделан один диапазон коротких волн, и он охватывает чуть меньший участок. Если здесь у нас КВ идет от 2 и 3, да, вот первый по диапазону, что-то у меня сегодня с резкостью.
Ну вот, от 2,3 до 22 МГц. Можете поверить мне на слово, а вот он проснулся. То есть здесь немножко поменьше. Тут от 6 МГц до 18. Да? И, значит, добавлена секция длинных волн. Вот я еще картиночку такую приготовил, как выглядит подсветочка. Ну, в затемненном помещении, да. То есть там стоят 3 лампочки накаливания небольших. Очень так все по ламповому, по теплому подсвечивается. Так, и касаемо теперь разъемов. Значит, здесь присутствуют также разъемы для внешних микрофонов. Здесь присутствует разъем фона для винилового проигрывателя. Здесь присутствует линейный вход, но он реализован на DIN разъеме. Здесь также присутствуют разъемы для внешней акустики, ну и, соответственно, заземление для винилового проигрывателя. Так, значит, еще один моментик. Вот еще один моментик у нас. Вот. Разъем для внешних антенн, он реализован на таком вот европейском стандарте. Так, почему я с уверенностью говорю, что 8180E это модификация для европейского рынка? В некоторых источниках существуют неточности, указывают, что это для английского рынка. Видимо, они немножко путают индексацию, да, буквенную, с фирмой Sharp. То есть, допустим, если мы берем модель фирмы Sharp, там, к примеру, GF8585 с индексом E, то есть это совершенно точно модель была предназначена для английского рынка. У Hitachi немножко другие буквенные индексы, да, по регионам. То есть E это Европа. Так, ну и мультивольтаж здесь отсутствует, да, вот сейчас я вам покажу также. Мультивольтаж отсутствует, просто вход 220 питания. Так, значит, дальше, что у нас, ну как так у нас будет работать? Вот так даже наглядней. Так, дальше, следующая модификация, наверное, 8181. Ой, какая красота. Работает, но не листается. Ну-ка. Что это такое? Так, модификация меня интересует. Так, 8181. Так, ну давайте проговорим быстренько. Значит, после 8180 для Европы была выпущена модификация 8180EM. Буква М нам свидетельствует о том, что была добавлена поддержка ленты металла. Вот видите, ее даже прям вынесли на переднюю. То есть была супер остромодная тема. Поддержка металла. Здесь, если у нас на этом месте присутствует логотип системы поиска Digital Random Program Selection или селектор, то здесь у нас на этом месте присутствует логотип, подтверждающий о том, что она может работать с лентой металла. Плюс еще к этому, так сказать, более светлое оформление. Меньше контраста, да, и полностью светлое оформление. То есть просто, грубо говоря, так сказать, все светленькое такое. Все остальное совершенно так же. Ничего не поменялось. Тот же FM. Кстати говоря, тоже такой маленький нюанс интересный. То есть на европейской 87,5, да. На последующих там двух модификациях, где встречается широкий диапазон, видите, от 88. То есть такие педанты. Китайцы педанты. Такой же разъем, то есть линейный вход у нас через DIN осуществляется. Ну вот опять же, селектор тут с фотоволной, вот видите. То есть лента, радио, линейный вход и фона. Вот здесь, если мы посмотрим, все то же самое, только 3 положения. Лента, радио, линейный вход. Фона отсутствует. Но это именно на модификации W, на что обращаю ваше внимание. На всех остальных фона присутствует. Так, про EM проговорили. 8181. Значит, модификация 8181. Значит, данная модификация была предназначена для реализации на рынках Северной Америки. То есть тут у нас все то же самое. По цветовому решению, по кнопочкам, единственное различие, опять же, секция тюнера. Здесь диапазон FM, обращаю ваше внимание, от 88 до 108.
и обычный АМ, ну то есть средние волны, да, от 530 там, до 1605. Все остальное то же самое. Тот же как бы полный набор разъемов, входов, за исключением, видите, нет разъема для внешней антенны. Ну и плюс напряжение питания у нас здесь, может быть плохо видно, 120 вольт. Все, это значит Северная Америка у нас. Дальше у нас, скажем так, фейслифтинг, да, был произведен, чуть попозже выпуска этой модели был фейслифтинг произведен. А нет, расскажем, до фейслифтинга расскажем про 8180 для японского рынка, да, где, так сказать, существовал суббренд у Hitachi Per-Disco, то есть свои все бумбоксы он обозначал словом Per-Disco, то есть, ну, у кого-то ассоциации с редиской, у кого-то, так сказать, более такие ассоциации с менее приятными вещами, но как бы то ни было, мне, допустим, он нравится, такие написания и названия. Вот, что же у нас по японскому рынку? Да, в принципе, все то же самое, только, опять же, у нас секция тюнера от 76 до 90, да, ну и там АМ, он же средние волны. В принципе, и все, вот опять подсветочку я вам привел для красоты. Тут полный набор, как бы, коммутаций, о чем говорили, да. Вот. Такой же, так сказать, существует разъем для внешних антенн. Вот. Мультивольтаж опять же отсутствует, да. Питание там у нас японское. Присутствует японское питание. Так, дальше, значит, что-то у меня сегодня. Значит, 8180 говорили. Вот теперь по поводу фейслифтинга. Значит, модель ТРК 8280. Присутствует другое оформление, совершенно другое оформление динамиков, да, что низкочастотных, что высокочастотных, да, то есть здесь такие лаконичные кругляши вместо вот таких вот шайб. И здесь убрали тоже в квадратные решеточки. Значит, другое оформление встроенных микрофонов, такое более, наверное, обращает на себя внимание. Здесь так поскромнее, да. Здесь добавили pitch-контроль. То есть помимо входа внешнего микрофона и его уровня еще добавился pitch-контроль. То есть во время воспроизведения можно регулировать скорость воспроизведения кассеты, что как бы добавляет простор для творчества. Так, ну и соответственно вот здесь добавлено, вот здесь к индикатору, так сказать, включения добавлены еще индикаторы направления движения во время перемотки ленты, да. Ну и самый и более богатый логотип. Если там на 8180 для японского рынка там просто красочкой, то здесь такое что-то прям богатое. Сейчас. Вот, в принципе, визуально все то же самое. Вот я покрупнее сделал. Вон. И сзади тоже никаких особо изменений нету. Так, ну и еще интересная модификация. Значит, для фирмы Columbia Nippon, он же в простонародье Denon, фирма Hitachi выпустила вот такую магнитолу, которая называлась Columbia RN3000 BitBoy. То есть это та же модель 8180, просто другая расцветка, другие логотипы, ну, другое немножко оформление. То есть Beige Engineering в чистом виде, вот здесь чуть по-другому оформлено, в цветовом решении шкала, тут такое голубенькое, да, нечто. Потом, значит, по коммутации задней панели все то же самое, абсолютно. Вот я сделал покрупнее картинку, но вместо пердиска наблюдаем BitBoy. Вот, система называется у нас PSS, то бишь Program Speedy Select System, логотип Columbia. Вот и сзади шильдик, то есть вот эти иероглифы в переводе на английский обозначает Nippon Columbia. Все, как бы по модификациям все я рассказал вам. Значит, не претендую, данная информация не претендует на исчерпывающий как бы список всех модификаций, так как не исключаю существование других редких там неизвестных или мало распространенных модификаций.
Вот. И рассказываю только о том, что держал в руках, о чем могу говорить с уверенностью. По резюме что хочу сказать. Классный аппарат, эффектно выглядит, отличный звук, широкий функционал, прекрасный тюнер. То есть, даже если сравнивать там с его, как бы, сейчас скажу, с его конкурентами, да, с его конкурентами, я тут тоже немножко вот, подобрал картинок, да, то есть на память приходит Саня 9994, да, на память там приходит, что еще у нас еще, сейчас, секунду, нам что-то сегодня, не любит сегодня меня планшет, значит, Sharp 9494, там GVC, RC828, да, то есть это все его одногодки, то есть все вышли примерно в одно время, там, в 79 году, да, и уровень ценника такой же, порядка $300. То есть на фоне вот этих товарищей он смотрится очень достойно, если не сказал бы, что поинтереснее многих из них он смотрится. Кстати говоря, интересный момент, не знаю, кто у кого вдохновлялся, но факт остается фактом. Присутствие индикаторов, да? Но кто-то у кого-то, а может быть, не знаю, может быть, наговариваю, может быть, они одновременно пришли к этому решению. Вот, так что хороший аппарат. На этом, наверное, все. И так, в принципе, болтологии много сегодня опять получилось. Надеюсь, что информация будет полезна для тех, кто присматривал или присматривает этот аппарат себе в коллекцию. Так что всем спасибо за уделенное время, спасибо за просмотр и всем пока.